Всем привет! Сегодня я хочу протестировать фиолетовый микстон. И для этого я взяла разные бренды. Я взяла 66-й микс у Estelle. Взяла 02-й микс у Капуса. Это фиолетовый, да, фиолетовый. Взяла фиолетовый, он так и называется, фиолетовый у Кедра. И так как мы с вами говорим все время, что мы можем с вами заменять красителями, да, и я взяла 4,99, это фиолетовый у Игоры, то есть у Шварцкопа. И попробуем, давайте нанесем. Разведение у нас с вами будет у микса, как вы знаете, это достаточно концентрированный, насыщенный пигментами краситель, микс. И в то же время уровень четверки, и раз тем более здесь у нас 99, что производитель заявляет супер насыщенный пигментами, то есть цветовыми нюансами краситель, мы попробуем и посмотрим, разведем 1 к 15 и посмотрим, какой цвет и какой пигмент у нас содержится вот в этих вот тюбиках. Мы с вами наносим первый хвостик. Это у нас Кедра. Еще раз напомню вам, развожу 1 к 15. 1,5% у меня оксид. Видите, цвет такой получается розово-коричневый в миске. Сразу же вот окисляется. Смазываем хорошо. Так. И закрываем, переходим к следующей нашей кисточке. Я буду по половинке делать. Будем с вами смотреть. Второй у нас с вами будет это Estelle. Ну, здесь вот он такой более бежевый. Вот он такой более бежевый, консистенция у него приятная. Такой бежевый с легкой розовинкой. Мы его тоже с вами нанесем. Хорошо нанесем. Условия у всех одинаковые. 1,5% оксид 1 к 15. То есть 1 грамм красителя, 15 грамм окислителя. И я взяла искусственные кисточки. То есть те, которые я купила, заказала на Алиэкспресс. Чтобы у нас все-таки была реакция одинаковая. Потому что искусственный волос это одна реакция. А натуральный волос, как выяснилось, другая реакция, да? Значит, это у нас с вами Estelle, это у нас с вами Кедра была, так? Следующая у нас с вами прядочка, берем ее, делим на 2 части и наносим. Так, берем дальше у нас. Это более такой бежевый, вообще даже пока розовинки нет никакой. Вот смотрите, еще не начал проявляться. Если у нас с вами Estelle, он уходит чуть-чуть в розовый. Сейчас я вам лучше вот так достану. Видите, бежево-розовый цвет. Кто это у меня? Капус. Да, это у меня Капус. Пока вообще чисто бежевый. Будем сейчас смотреть. Берем также прядочку, густо мажем. И сейчас увидим с вами реакцию. Сейчас уже, пока я дамажу все, будем подглядывать с вами на Кедру. Там уже должно прихватиться, потому что нейтрализация у нас с вами идет. Да, то есть мы с вами используем, когда микстона, корректоры. Название имеется у брендов свое, но смысл тот, что это достаточно насыщенные пигменты. Так, это у меня Капус, чтобы я не перепутала. Вот он у меня, сюда положила, Капус. И последняя у меня с вами часть, вот это, о, посмотрите, здесь уже получился темно-коричневый
чуть-чуть какой-то легкой краснинкой даже. Это у меня уже шварцкоповский 499. И наносим его последнюю прядку. Значит, так как у нас в основном мы делаем нейтрализацию с помощью микстонов, да, в мойке, делаем как подложку цвета, мы с вами делаем это все от 3 минут. Поэтому реакция, естественно, у нас с вами микстонов гораздо быстрее идет, чем разбавленный во много раз краситель. Имеется в виду светлых рядов, потому что у нас с вами микстона и темные красители все-таки имеют больше насыщенности за счет цвета и реакция. За счет этого и реакция проходит, естественно, быстрее. Поэтому вы тоже должны в своей работе это учитывать. Чем больше, но если вы, например, оксида разведете, так, это у нас с вами, чтобы я не потеряла, это у нас Шварцкоп. Все, сейчас у нас лежит, минуты 3 мы с вами будем смотреть. И, соответственно, я вот развела 1 к 15. Сейчас посмотрим с вами результат. Вы можете, естественно, разводить там 1 к 50, как хотите, как я вот разводила, когда мы с вами тестировали, если вы помните, вот эти вот прядки. 1 к 50 у нас получился вообще на уровне десятки, то есть очень светлый цвет. Совсем вот прозрачный оттенок, вот этот вот совсем прозрачный. Вот у нас 1 к 50 был и синий-черный цвет, то есть мы тоже можем его использовать как наш микстон, и он дает вот именно серо-голубой оттенок. Так что вот можете тоже использовать в своей работе, эффект хороший. Видео все я выставляю на YouTube, поэтому вы можете посмотреть. Так, возвращаемся теперь к кедра у нас. Давайте подглядим, что там. Открываем. И видите, цвет у нас пока еще розовый. Посмотрим, какой же у нас будет в мойке, когда потом помоем. Вот пока он розовый. Давайте дадим еще немножко постоять ему, минут 5. Давайте теперь подсмотрим наш цвет Эстель. Видите? Так, вы знаете, наверное, сейчас я еще добавлю вам... Эстель вообще такой приятный бежевый получается. Сейчас разберемся, какой же лучше использовать. Я сейчас вам протестирую также, знаете что, антижелтый. Посмотрим, как на желтом среагирует. Мы с вами, когда делали тестирование 12% оксида, я все-таки хочу сделать тест антижелтого на натуральных волосах и беру вот по золотистей. Мы с вами, когда делали тестирование шестерки и 12% оксида, из чего сделали вывод, каким будем пользоваться. И из них, вот когда 12% без маски, он получился порыжей. Я его возьму, то есть по золотистей, по желтей, скажем так. Я его возьму и хочу протестировать именно наш антижелтый цвет. У некоторых брендов этот антижелтый так и называется, антижелтый, а не фиолетовый. Там баланс идет синего и фиолетового, для того, чтобы нейтрализовать, именно получить как бы платину. Вот сейчас мы с вами намажем и также оставим на какое-то время. И результат вместе с остальными микстонами посмотрим, чем нам лучше все-таки работать и какой бренд для микстонов выбрать. Тоже вот оставляем с вами его. Так, зацепилась. Так. И это у меня антижелтый. Где он у меня? Я взяла Constant Delight. Вот антижелтый, он так и называется. Антижелтый микстон. Вот, смотрите, видите? Так, это вот у нас с вами антижелтый микстон. Мы с вами посмотрим наш, который антижелтый. Ну, вот он пока выглядит так же, вот, показываю вам, пока выглядит так же, как G2 у нас. Пока еще никакого процесса не произошло. Ждем. Все одинаково разведено, 1 к 15. Давайте посмотрим кедру. Так, кедра. Вот уже, смотрите, реакция есть, но все равно красного много. Так, это кедра. Дальше у нас идет
Эстель. О, какой красивый цвет. Опять же такой сиренево-розовый. Но никогда не оцениваем в красках. Мы оцениваем всегда с вами тогда, когда уже вымыли цвет. Дальше у нас идет это капус. Ну, по цвету пока похож на наш эстель. Но вот волоски, на мой взгляд, потемней. Посмотрим, когда вымоем. Краску не оцениваем. И у нас с вами последний ряд. Так, вот это мне лишняя какая тут болтается. Это у нас 4,99 шварцкоповский. Давайте посмотрим, что происходит здесь. Ух ты! Ну, практически в краске цвет как будто первый, да, получается, как кедра. Но по кисточке поглядим. Поглядим уже в сухом виде. Так что я думаю, мы начинаем с вами мыть, потому что нам здесь не важна темнота. То есть вы понимаете, чем вы дольше держите, тем темнее будет цвет. Нам не темнота важна, а важен именно цветовой нюанс, который дает нам наш микстон. Поэтому и за счет этого определимся, с каким будем работать. Моем, и сейчас я посушу и вам все покажу. Посушили, и теперь уже можем оценить, как они выглядят у нас. В общем-то, здесь хорошо очень видно. Так, сейчас я положу, как они у нас были, в каком порядке. Так, 99-й, вот так. И вот давайте смотреть, какие же у нас с вами получились оттенки. Вот. Показываю вам оттенки. И мы с вами здесь четко делаем выводы. И выводы у нас такие. Значит, кедра у нас имеет очень красивый, видите, такой ягодный цвет. Сейчас я чуть пониже опущу. Ага. Вот такой вот ягодный цвет, видите? Но все-таки здесь присутствует больше красный у нас. Поэтому с ним работаем аккуратно. Дальше эстель. Ну, можете нейтрализовать им наши желтые оттенки. Он самый прозрачный, то есть насыщенность у него, в общем-то, маленькая. Если мы сравним с остальными цветами, видите, мы все положили в одно время, да? То есть это получается первый, второй, третий, четвертый. Последний я накладывала, вы помните, самый последний. И, соответственно, вот обратите внимание, да, что все-таки у нас везде содержатся соотношение синего и фиолетового. Но здесь больше, простите, синего и красного. Здесь у нас больше красного, потому что цвет такой у нас розовый. Очень красивый цвет. Вот. Для нейтрализации желтого он не подходит. Это я вам сразу же говорю. Дальше. Эстель, который 66-й. Меньше всего у него насыщенности. Ну, прям практически его нет. Но, как видите, красивый получился очень оттенок. Нейтрализовал он наш желтый хорошо. Но я разводила, не забывайте, 1 к 15. А вы помните, для нейтрализации у нас разведение в пропорции определенное. Да? У нас есть правила. И опять же, вы не путайте, что микс-тона, хоть и дают вот эти красивые оттенки, как самостоятельные цвета, они, как самостоятельные красители, работают не у всех брендов. Вы это должны тоже узнать у своего технолога. В общем-то, вот эти цвета это не стойкие, то есть помоют один раз, и, соответственно, у вас цвет держаться не будет, все смоется, потому что это все-таки у нас микс-тона. Дальше у нас следующий это капус. Тоже можете его использовать. Это у нас прекрасная нейтрализация. Цвет более насыщенный, чем пигментов больше, чем у Эстель. Так что с ним работайте немного аккуратнее, но цвет практически один в один. Немножко просто больше насыщенности. Видите, значит, соответственно, пигментов содержится больше. Цвет более плотный. Цвет у Эстель более прозрачный. У капуса более плотный, но содержится хорошее количество, равное количество синего и фиолетового. Здесь больше, почему я все время говорю, то есть в фиолетовом цвете содержится равное количество синего и красного. Здесь больше красного. И последний наш цвет, когда мы говорим с вами, что мы можем нейтрализацию делать красителями,
Вот смотрите, какой у нас прекрасный цвет получился 4,99. Он у нас получился самый насыщенный. И, соответственно, пропорция соотношения у него не разбавленная, да, то есть получается 4,99. Посмотрите, какой насыщенный цвет получился. И именно синий-красный, то есть именно фиолетовый, который нам нужен для нейтрализации нашего желтого. Поэтому я рекомендую вам вот его использовать, просто использовать его в меньшем количестве, так как вы видите, у нас все-таки он очень насыщенный. И меньше всего насыщенности, еще раз повторю, в Estelle. С ним вы можете работать, не бояться именно на 10 уровне. Все остальные вы можете использовать. Этот, если у вас появляется, вы боитесь, чтобы появился зелененький, вы можете использовать его. Или когда у вас есть, провалился немного цвет, вы хотите уйти, нейтрализовать зеленый оттенок, к вам, например, блондинка пришла с легкой зеленью, можете использовать его. Вот. Остальные 3 цвета прекрасно подходят для работы на нейтрализацию и на усиление, естественно, какого-то отлива, да, который вам нужен. Ну вот, мне прям зашел 4,99, мне прям очень понравился. Сейчас мы с вами посмотрим наш микстон, который антижелтый, как он у нас тут себя чувствует. Ну, пока мы с вами его не видим, да, как он в работе. У нас тоже также он разведен 1 к 15. И, ну, еще я скажу, что еще не сильно-то он начал работать. Видите, здесь пропорция более прозрачная, поэтому помните, я вам говорила, что если мы берем антижелтый, вот это у нас прядка с вами 9 уровня. Пока еще он не прихватился. Как я вам говорила, антижелтый мы с вами можем добавлять много и можем не бояться, ничего не случится. Ну вот, мы с вами помыли наши цвета и сейчас посмотрим, что у нас с вами получилось здесь с нейтрализацией. У нас с вами вот этот вот был антижелтый, и он у нас был с вами на уровне 9. Вот я вам покажу, вот такой вот он был желтенький на уровне 9. Видно? Здесь вот маленький кусочек я оставила, вот он. И у нас дальше произошла нейтрализация. Ну, я думаю, что немного видно, хотя, конечно, освещение так себе. Значит, из чего я сделала выводы? Что нейтрализация произошла, цвет получился более бежевый, да, но, скорее всего, все-таки антижелтый я вам рекомендую использовать на 10. Все-таки сюда добавляйте, может быть, более концентрацию побольше, то есть его не стесняйтесь добавлять, потому что отреагировал, а лежал он у нас дольше всех, отреагировал он в бежевый. А мне бы хотелось бы платину, да? А платина, как вы понимаете, может получиться только на 10. Я специально протестировала, я вам говорила, на 9, чтобы понять, как он отработает. Но для 9 он отработал неплохо. У нас с вами получился все-таки достаточно такой бежевый цвет. Вот такой вот все-таки красивый бежевый оттенок. Он такой очень мягкий бежевый получился. Симпатичный, правда. То есть мне цвет понравился. Но он не холодный. Был, конечно, у нас такой достаточно интенсивно желтый. Так что тоже я рекомендую. Кладите его просто больше, чем кладете все остальные микстона. Его можете вообще не брать в учет, не рассчитывать. Это микстон совершенно прозрачный. Больше, конечно, он лучше всего будет работать на 10. Но на 9, видите, если вы хотите в беж, то прекрасно получается. Либо как подложку для дальнейшего холодного тонирования. Тоже будет хорошо.